Привет, мои дорогие! Не выходил в эфир, потому что не с чем было выходить, тем более выходной день. Сегодня весь день мы можем назвать очень просто. Антикриз Зеленского. Он обещал какие-то 3000 километров на поездах, я вам это и об этом уже рассказывал. Он уже там по 1000 гривен обещает людям. Туда уже подключился в этот антикриз Сибига, который рассказывает, что совсем скоро уже будет там сильные удары дальнобойными ракетами. Мы уже знаем, что уже там Россия готова к этому всему. Также Песков сегодня делал хорошее заявление, я вам покажу это заявление. Трамп сегодня уже подходит близко к Венесуэле, об этом тоже отдельно разберем. Ну, начнем, наверное, как обычно с фронта, потому что вот эти вот заявления антикриза как раз, и вот эти антикризисные заявления как раз из-за результатов на фронте. Вот так выглядит сейчас Константиновка, дорогие мои. Конечно, не очень. Это кадры масштабных разрушений в Константиновке, куда уже вошли российские войска, дорогие мои, на 31 октября, буквально там позавчера. Так что так, полностью, оно длинное видео, полностью есть у меня непосредственно в телеграм-канале. Спасибо, дорогие мои, что вы подписались, это показывает, за что я работаю. Очень благодарен вам и в телеграм, и в YouTube. Подписывайтесь дальше, кто не подписан, дорогие мои. Поехали по фронту. На запорожском направлении ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ. В регионе остро не хватает войск, и последствия уже очевидны. Бойцы 125-й механизированной бригады, воевавшие под Гуляйполем, не выходят на связь. Они числятся пропавшими без вести, ранеными или погибшими, сообщили в командовании части. Точная судьба военнослужащих остается неизвестной. В самой бригаде поясняют, что подразделения, выполнявшие боевые задачи вблизи Полтавки и Ольговского, находились в оперативном подчинении другого формирования. Поэтому штаб 125-й бригады не имел доступа к управлению операцией и не мог вмешаться в принятые решения. Ну, удобненько. Удобненько. А кто управлял, информация засекречена. Понимаете, я смотрел интервью одной девочки, которая пробитая такая, да, ну вот там, ну Славик, можно так сказать. Она сказала, что от ее мужа принесли ей пакетик и одну бумажку. Вот и все. И больше ничего. Это от ее мужа. А вот это очень удобное трактование. Мы не были, мы ими не командовали, кто мы не можем сказать, это секретная задача. Но они, как вы видите, да, как они трактуют, что они числятся пропавшими без вести, либо ранеными, либо погибшими. А доказать никто ничего не сможет. Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения, отметили в бригаде. Тем временем российские войска активно продвигаются в сторону Гуляйполя со стороны Донецкой области, ведя интенсивные бои на востоке Запорожья. Контроль над этим направлением постепенно становится ключевым фрагментом давления на Южный фронт. Очень хорошо то, что вот происходит сейчас в Покровске, я объясню. Во-первых, любая наступающая сторона, которая атакует, она всегда много теряет. Во-вторых, это оголяет фронт. Как мы уже читали Залужного, что из-за нехватки на фронте получается слишком фронт растянут. Получается, что между бригадами большие расстояния, куда просачиваются ДРГ, и потом начинают уже потихонечку их там ликвидировать, имеется в виду. Так вот, эта часть как раз и говорит о том, что именно из тех направлений, уже говорили там с Харьковского направления, с Сумского направления, и также с Запорожского вытягивают и отправляют туда на Покровск. Ну, опять же, мы прекрасно понимаем, что там плацдарм очень сильно укреплен. Ну, я имею в виду на Покровском направлении. И там еще поляжет очень много людей для того, чтобы спасти. И так получается, интересно, что команду отступать они не дают, потому что не хотят, чтобы об этом Трамп узнал. А Трамп притих.
как вы заметили, и притих как раз-то по Покровску. Он уже там о Нигерии какие-то комментарии дает, что там Нигерия на славян, ой, не на славян, но на христиан нападает. Ну, уже там где-то подготовка идет к Венесуэле. Трамп лжец, вы знаете, да, он врет, обманывает, там уже напрямую вопрос задавали, будет типа нападение на Венесуэлу, он сказал нет, также Хексет сказал нет, но там творятся чудеса. Так вот, возвращаемся как раз к Покровску. Трамп там молчит и не комментирует, потому что они там в Америке также решают судьбу Покровска. И Зеленский, понимая прекрасно, что если Трамп заметит, что они будут делать отступление, а это значит, что Россия выигрывает, то у Зеленского нет карт, то что они поставят на кон туда, на мирные переговоры? Сегодня Песков заявлял об этом. Тоже заявлял, понимаете? Есть карты, нету карт. Так что, дорогие мои, это тоже позитивно, потому что, как Зеленский постоянно любит рассказывать, что мы вот там на Бахмуте перемололи кучу русских, и там, в Авдеевке, и везде они, в Угледаре. Ну, короче, везде они там молят русских, а здесь вот что такое? А здесь кто кого молоть начал? Поехали дальше. У нас Днепропетровское направление. На Днепропетровском направлении фиксируется новое изменение линии фронта. Российские войска продвинулись на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, в частности в районе Новогригорьевки и Красногорского, что создает угрозу дальнейшего продвижения вглубь оборонительных позиций ВСУ. То есть, как мы видим всю картину, которую привозил Путин к Трампу, с картами и показывал, что по всем вот этим линиям на каждом участке фронта идут успехи у непосредственно российской стороны, то Трамп ему поверил, потом начал говорить о том, что Зеленский, давай это самое, сливайся, а потом начинается. Приезжает Стармер, приезжает там Мерс, приезжает этот Ступ зубатый, все начинают приезжать, потом в конце эта королева приезжает, вот эта акушерка, и вместе они начинают убеждать Трампа, что это все ложь, что Путина карта это фигня, мы свои карты тебе покажем, наши карты лучше и так далее. Мы видели, да, я вам вставлял видео, которое набрало там сейчас, завирусилось по поводу карт, что будет с Харьковом, что будет с Одессой и с Донецкой областью, куда она и кому отойдет. Поехали дальше. У нас Покровское направление. На Покровском направлении новые продвижения российских войск в Покровске продолжаются. Господи, я читаю, что у ГУР успешно идет операция. Они перемалывают россиян. Это сегодняшняя статья. Я ж ждал, когда уже там сводки по фронту соберутся, чтобы они к концу дня уже были. Поэтому и не выходил. Там, знаете, какие-то мелкие заявления, они нам не интересны. Нам интересно, что в целом происходит. По данным аналитиков, противник продвигается по линии Зверева-Шевченко. Ну, противник, это же я беру-то для того, чтобы быть полностью объективным, я беру вот это вот все от украинских милитари-пабликов. Я не беру это из российских. А они же об этом говорят. Поэтому они называют здесь противник. И врать-то они не могут. Новопавловка. Вдоль железной дороги от Котлинова и ведут бои по замыканию кольца Покровской агломерации, постепенно расширяя зону охвата, дорогие мои. В последние дни концентрация российских сил усилилась на восточных окраинах города, в районе населенного пункта Ривны, а также фиксируется активность на севере Покровска, где количество российской пехоты заметно растет. Войска России все больше закрепляются в городской застройке, 60% территории под их контролем. Несмотря на попытки украинских сил ввести спецподразделения на северо-западные участки города, пока отсутствует решение, которое бы позволили остановить продвижение российских войск и прорвать фактически полное окружение. Все заявления, которые делает Зеленский на протяжении там вот этих вот нескольких дней, а также провальное вот это... У меня, кстати, появилось видео в телеграм-канале, где уже на утро показывают трупы гуровцев. Понимаете? Уже даже это видео есть. То есть они не верили, что эти FPV-хи мочили гуровцев, так на утро уже показывали их тела.
И у меня есть это прямо с самого начала, с момента, как их высадили, момента, как их лупили, и как утром уже просматривали эти тела и добивали там некоторых. Так что антикриз. Он специально уходит куда-то там, в какие-то поездки 3000, по 1000 гривен туда. Выходит вот это вот просто свиномордый, вы поняли, МИДа, да, там, я не хочу фамилию называть, потому что могут на этом споймать именно сам алгоритм YouTube, но сам факт. Он начинает выбрасывать всех тех, там сегодня Мадяр начал рассказывать, что они там 5 подстанций побили в России, там 500 мегаватт они там снесли и все остальное. Такие сказки уже просто понеслись, просто чтобы людей отвлечь от Покровска, чтобы не было. А что там Покровск? А что там Покровск? А давай посмотрим, что там Покровск. А давай. Поехали. Тут антикриз Трампа, потому что у нас уже началась такая здоровая ядерная гонка со стороны России, технологическая. И вот они спустили уже Хабаровск, и Путин сегодня заявлял, ну не Путин, а именно, ну понятно, что это от Путина, что если так будет продолжаться, как вот Трамп не подписывает вот это вот, да, там средней и малой дальности, меньшей дальности, да, договор этот СНВ или СНД, я уже не помню, как он точно называется в сокращенном, и что выпустят еще парочку подводных лодок, которые будут носить вот эти Посейдоны, над которыми там они смеются, понимаете, они смеются над Посейдонами. А это уже первый триггер, что когда вы смеетесь, это значит, что у вас кроме смеха нет никакого аргумента. И вы пытаетесь на юморе, как вот Зеленский, да, всех там... Вы помните начало войны, да, что там какали на улице все россияне. Халаты накрывали на себя и какали там. Что я не вижу, ну, иначе меня не видят. Вот что делает сейчас Америка. Поехали, у него свой антикриз, а это значит, что это Венесуэла, дорогие мои. Признаки скорого начала американской агрессии против Венесуэлы продолжают нарастать. ВМС США усиливает военное присутствие в регионе. К 8 действующим у берегов Венесуэлы кораблям присоединились 9-й ракетный крейсер USS и там Геттисбург. А до прибытия авианосца Джеральд Форд остается около недели. То есть они его откуда-то тянут туда. Но давайте сейчас здесь сделаем маленькую такую паузу и отвлечемся немножечко. Что сделала Венесуэла для того, чтобы Трамп начал против нее вот эту вот уже военную операцию? Что она сделала? Вот сравним с Украиной, да, вот я вам вчера читал финского политика, который сказал, что Запад виноват. Запад ввел полностью вот эту вот, не то что, он сделал провокацию, прецедент, после которого Россия закономерно отреагировала. Венесуэла что, заходила куда-то в какой-то блок военный? Или она граничит с США? Нет, абсолютно она не граничит с США. Ну что понадобилось? Смотрите, у нас в Украине свергли легитимную власть Януковича, встал этот король диабета. После короля диабета они там какие-то ввели договоры, ввели там Минские, первые, вторые. Становится Зеленский. Что делает Зеленский? Рвет все договоренности и, соответственно, получают. То есть там идут сигналы, они об этом знают, но все равно они идут во все тяжкие, все разрывается там, и поездки во Францию, и где угодно. Ничего не ведет к тому, чтобы Украина сдерживала то, что написано в ее Конституции. Конституцию переписывают, все делают. И это планомерный заход, причем с предупреждением. Что сделала Венесуэла? Что? Ничего Венесуэла не сделала. Но что понадобилось Трампу, чтобы в Венесуэлу ввести свои войска и провести спецоперацию? Ну, об этом прочитаю вам. Они берут вот эту... Я не могу материться здесь, а очень бы хотелось, да? Дают ей Нобель, она сейчас бегает, орет по всей Америке, давайте войну во все тяжкие против Венесуэлы. Понимаете, да? Ее специально делают Нобелевским, чтобы у нее больше было каких-то карт на следующих там выборах после Мадуро, имеется в виду. Трампу понадобилось всего лишь одно. Обвинить Мадуро в том, что он торгует наркотиками. И для этого сделать и обозначить какие-то объекты, как те, которые принимают участие в торговле с наркотиками. Все, вот тебе план. Мировое сообщество молчит.
Ну, вот представьте, что может сделать Россия с Молдавией. Сказать, что Молдавия экспортирует вот этот фентанил в Россию через, там, я не знаю, через ту же Украину дронами. И поэтому мы ударим по всем складам Молдавии. Мы вот по всем местам и по правительству, и правительство торгует этими наркотиками, и мы теперь будем мочить Молдавию за это. Вот примерно что происходит. А на самом деле-то Венесуэла это ключ к Китаю, как вот Россия был ключ к Китаю. Потому что они не смогут там ничего сделать с Россией, это понятно. Но вот они сейчас, уже Мадуро обращается к России, обращается к Китаю. Я вам просто вот сопоставляю, да, вот эти вот двойные стандарты. Сами подвели к Россию к тому, что она закономерно будет бить по Украине для того, чтобы убрать это нелегитимное правительство, да, потому что легитимное было свергнуто. А в Венесуэле все не наркоманы, а наркоторговцы. Причем Мадуро-то говорил, что все наркоторговцы крупные живут в Америке. Вот там вот недалеко от Трампа, где его там гольф-площадка, где он там сам тренируется. Вот оно, дорогие мои. Вооруженные силы соседнего острова государства-сателлита США Тринидада и Тобаго приведены в полную боевую готовность. Воздушное пространство над американским колониальным владением Пуэрто-Рико, где базируются самолеты F-35 ВВС США, объявлено закрытым, внимание, до 31 марта 2026 года. По сообщениям и соображениям безопасности сообщалось также о прибытии на остров транспортного судна Ocean Trader, служащего базой снабжения американского спецназа. Тем временем американский десантный корабль USS Iwo Jima, ну он так называется, в сопровождении ракетного эсминца USS Gravely подошел на расстояние удара, оказавшись в 125 милях, это около 230 километров, от Ля-Арчиля, одного из удаленных островов Венесуэлы. Влиятельное американское издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой «Некие правительственные документы США» сообщают о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидерам России и Китая с просьбой о помощи в укреплении оборонного потенциала страны и расширении военного сотрудничества. Запрос о поставках столь необходимых стране систем радиолокационного обнаружения, запчастей для ремонта самолетов, беспилотников и, возможно, ракет изложены в виде официальных писем, переданных через посольство. Публикация утверждает, что в своем послании Мадуро подчеркнул серьезность предполагаемой агрессии США в Карибском бассейне, представив военные действия против Венесуэлы как действия против Китая из-за их общей идеологии, дорогие мои. Видите? То есть сам Мадуро говорит, что это Венесуэла равно Китай. Общая идеология. Лидер венесуэльской оппозиции, вот эта вот мандавошка, да, кандидат Нобелевской премии мира Мария Мачадо призвала США начать военные действия против Венесуэлы, заявив, что это единственный способ свергнуть Мадуро. Американский конгрессмен Карлос Хименес опубликовал в сети X пост со словами «Венесуэла будет свободна». Однако в пятницу Дональд Трамп ответил «нет» на вопрос журналистов о решении нанести удары по военным объектам в Венесуэле. Возможно, теперь его больше интересует защита христианского населения Нигерии. Вслед за ним слухи о неизбежности ударов по Венесуэле опроверг госсекретарь Марко Рубио. Лукавят один и второй, потому что и разведка, и все остальные, видите, где корабли находятся. Я вам как раз и показываю это фото. Говорят о том, что они будут делать это нападение. Но опять же, я же вам говорю, из-за чего будет страдать народ Венесуэлы? Из-за того, что Трамп очень хочет еще с первого своего срока нагнуть Китай. И все те, кто помогают Китаю, у всех будет война. Смотрите, Россия, Иран, Венесуэла. А эти чмыри, там типа Индия, типа Бразилия, отвалили. Просто отвалили. Сегодня и Турция отвалила, они уже покупают нефть в другом месте. Уже вот, мне, знаете, нравится Турция, да? Что вы хотите? Они каждый день, вот я читаю, сообщают о том, что они готовы принять у себя переговорщиков по украинскому вот этому вот кризису. Ну, так называют. По конфликту.
Ну и? А кто к вам поедет? Ну, Россия уже не поедет. Уже видит Россия, что они творят. Потому что Трамп где-то договорился с Эрдоганом, а знаете, Трамп любит ему жопу полизать, Эрдогану сказать, что это сильный лидер, что он его друг и так далее, специально намекая на то, что у них какие-то есть более дружеские отношения, чем просто какие-то между президентами, да, чтобы склонить Эрдогана не покупать нефть у России. Китай это дело поправит. Я вас уверяю, нету у Запада столько времени, сколько хочет Трамп. А сейчас он еще втянется. И вот они как раз заметили, да, они подготавливались и к Ирану, и к Венесуэле. Собирали и ракеты, и ПВО, и томагавки. Сейчас у них уже есть томагавки, как он говорит, да, и не помешает отдать их Украине. Потому что Россия не останавливается с Покровском. Как бы то ни было, активизация военных и политических маневров вокруг неподконтрольной США Латиноамериканской Республики вскоре могут выйти за рамки борьбы с моторными лодками и перерасти в серию воздушных ударов по военным и инфраструктурным объектам страны, которые будут заранее объявленными целями, связанными с наркокартелями, дорогие мои. Когда зеленый, не могу материться, Чмырь говорил о том, что Украина пойдет в НАТО, Россия это прекрасно понимает, что подтянут базы ближе к России. Специально, да, там, для того, чтобы со стороны Украины сбивать ядерные ракеты, ну, атомные ракеты, которые будут туда лететь, ну, ядерные боеголовки и все остальное. Специально, да, там поставить вот эти системы там обнаружения быстрого. Для того, чтобы потом впоследствии напасть на Россию. То есть запулять Россию ядерными ракетами, а в ответ то, что полетит, быстренько позбивать с территории Украины, чтобы оно на территорию Украины все и попадало. Путин, конечно, этот сценарий видит. Абсолютно видит прекрасно, что это такое и как оно будет происходить. Видит этот сценарий. И он говорит, раз сигнал, два сигнал, три сигнал, 4 сигнала и так далее. Но тут же нет этого. То, что касается Венесуэлы. Венесуэла ничем не угрожала США. Абсолютно. Оценив последствия ударов, США могут решиться на более рискованные действия, такие как вторжение в Плея Херон или залив свиней. Ну, вот лучше залив свиней пусть будет. Провальная десантная операция на побережье Кубы в 1961 году, когда кубинские контрреволюционеры при поддержке американской армии попытались высадиться на остров и свергнуть Фиделя Кастро. 2000 морских пехотинцев явно недостаточно для взятия столичного Каракаса, ну, они там 10 тысяч их подвезли, с населением около 3 миллионов человек. Но вполне достаточно для захвата прибрежного города, после которого там может быть сформировано демократическое правительство в виде, да, вот этой Зеленского, только в юбке, да, состоящая из беглых оппозиционеров, которые попытаются внести политический раскол в страну, переманив на свою сторону часть населения и армию. Вот когда мне говорят, что типа война может закончиться вот так вот, оп, по щелчку в Украине, нет. Зеленский будет везде. Он будет там во Львове командовать, да, когда отожмут Киев. Он переберется туда, а потом уже там и Львов тот отожмут, оставится там какое-то село вблиз польской границы, он будет оттуда командовать. Вот как вот они сейчас и делают с Венесуэлой. Хотят какой-то город захватить, туда поставить, это, ну, вот именно, знаете, такой маленький прокси-кусочек, через который уже начинать там какие-то плацдармы делать и операции какие-то вести по самой Венесуэле. Ну, у нас, опять же, антикриз Зеленского, па-бам, 4-й сезон «Игры престолов» удалили с некоторых украинских стриминговых платформ, так как там играет, внимание, русский актер Юрий Колокольников. Это все, чтобы только надо в Одессе накрыть Пушкина. Все. В Одессе на промрынке 7-й километр
Надо там их FPV размотать, всех тех, которые... У меня, кстати, появилось видео начала в телеграм-канале этого, то, что там происходило на 7-м километре, потому что везде видео, где уже перевернутый босс, а там именно с самого начала. Как ребята их там вытягивают, выкуривают и выбивают. Выкуривают, я имею в виду, баллонами. Там уже начали говорить, что то-то-то отвлекают внимание отовсюду. Отовсюду отвлекают внимание. В августе 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Юрия Колокольникова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Достаточно, дорогие мои, вы уже все поняли. То есть вот заявлений именно дебильных просто немерено. Сегодня также там заявление от этого дебила, еще, как его назвать, там, последний нацист, можно сказать, еще живой, Львовский, который там еще бегает, это Корчинский, Дмитрий Корчинский, вы его знаете. Он сегодня заявил, что украинскую армию можно сделать армией Бога и, внимание, отправить воевать с Китаем. Поехали. В Берлине закрывают крупнейший центр для украинских беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель до конца 2025 года. Поскольку поток новоприбывших сократился, власти планируют селить беженцев в меньших децентрализованных убежищах. По всему ЕС временная защита продлена до марта 2026 года. Хорошая новость. Тегеран восстановит свои ядерные объекты с большей мощностью. Президент Ирана Пезешкиян. Бомбили и к чему прибомбили? Что ядерные объекты восстановились и будут еще больше. Ну и немного о Турции. Это уже пишет Reuters. BBC постит Reuters. Из-за западных санкций крупнейшие НПЗ Турции стали закупать меньше российской нефти. Западные страны пытаются снизить доход России от экспорта сырья, хотя Европа первые места бьет по закупке, да, там через теневой, через какой угодно флот. Чтобы она имела меньше средств для ведения войны в Украине. Турция наряду с Китаем и Индией является одним из основных покупателей российской сырой нефти. Он же шпадла еще на начале войны, Эрдоган, просил, чтобы у него был хаб, газовый хаб, через Турцию, чтобы шло с России на Турцию, и там уже по всем распределялось. А теперь смотрите, что делает. По словам источников Reuters, одна из крупнейших турецких компаний по переработке нефти Сакар Турки в сентябре и октябре этого года покупала только российскую нефть, но сейчас разместила часть заказов в Ираке, Казахстане и других странах. Дальше я читать не буду, вы все сами поняли. А теперь, когда Турция просит провести мирные переговоры у нее, давай до свидания. Давай до свидания. Знаете, вот война именно срывает маски. Срывает. Вот с Индией это вообще, это просто классика была. Я давно знал, что вот Индия на такое способна. Потому что, давно слежу. И Индия реально не за какие-то там добрые дела или позитивные, или отстаивать какие-то, да, там дела, интересы и так далее. Индия за бабки. Вот Эрдоган тоже за бабки. Где бабки? И все. То есть у них... Если у Испании дефицит торговли с Америкой, то у Индии профицит торговли с Америкой. Америка и давит на это. Но опять же, индийская делегация приезжала в Россию и говорила, что Россия может там то. И сотрудничество. Китай даже с Индией договорился о сотрудничестве. Но все равно убежали в другое место, чтобы их не порвали. Ну и вот сегодня заявление Вучича. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах заключить долгосрочный контракт, внимание, на поставку боеприпасов странам ЕС. Объяснив это тем, что сербские склады уже переполнены. Отвечая на вопрос о том, могут ли эти боеприпасы оказаться в Украине, Вучич подчеркнул, что после продажи покупатели вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. При этом напомнил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет, но открыта к сотрудничеству с европейскими армиями. В мае же этого года российская разведка уже обвиняла Белград в передаче оружия Украине через третьи страны. После этого Вучич заявлял, что подобные поставки были прекращены.
Будем комментировать? Я думаю, не стоит. Ну и вот заявление Корчинского непосредственно. Наша задача превратить все силы обороны в армию Бога. Тогда такая армия сможет победить кого угодно, перейти Урал даже, покорить Сибирь, Китай и все что угодно. Не знаю, нехороший там какой-то такой именно забористый кокс, я смотрю. Забористый. Поехали дальше. В октябре Россия выпустила по Украине больше ракет, чем за любой другой месяц с начала 2023 года. Это пишет AFP. Я больше читать не буду. Я просто вернусь к словам Трампа, что Путин стоит на одном месте. Люди гибнут, а он стоит на одном месте. Зеленский заявляет об этом. Также есть статистика, что Россия прошла в октябре ровно столько же, сколько и в сентябре. То есть там где-то около 300 квадратных километров. А Зеленский ему привозит карты. При этом сам Зеленский заявляет о том, что там Россия сильно бомбит. Но она же стоит на месте. Знаете, мы видим одни цифры, а Трампу привозят какие-то другие цифры. При этом Путин-то созванивается с ним и говорит ему, что и положение дел и так далее. Но не знаю, куда там Трамп смотрит. Приехали, они ему сделали массаж простаты, эти европейские лидеры, и пошли дальше. Не знаю, с какой стороны они его все время. А сейчас он вообще притих, если вы не заметили. Россия готовит к спуску еще несколько атомных подлодок, если Трамп продолжит эскалацию с Москвой. Источники в Минобороны утверждают, что появление Хабаровска в арктических водах – это не просто демонстрация силы, а сигнал: Москва готова ответить симметрично. Хабаровск стал первым носителем Посейдона, подводного дрона с ядерной установкой, который теперь считают главным оружием 2025 года. Ударный аппарат может поражать цели на другой стороне океана, оставаясь незамеченным для систем слежения НАТО. В резерве уже стоят несколько аналогичных субмарин, готовых к выводу при обострении отношений с США. Их готовность держится в секрете, но испытания некоторых запланированы на ближайшие месяцы. Для России запуск Хабаровска – это способ напомнить, что остаются неиспользованные козыри, если давление со стороны Вашингтона усилится. Подлодки выйдут в море раньше графика. Мы слышим, да, там заявление Трампа и все остальное. Так что, ну и опять же о том, что там Сырский говорит. Давайте заявление Пескова. Песков заявил, что оперативно организовать встречу Трампа и Путина возможно, но в этом нет необходимости. По его словам, сейчас важнее очень кропотливая работа по деталям украинского урегулирования. Я вижу очень кропотливая в Покровской и в Купенской агломерациях. Очень кропотливая такая, знаете, по урегулированию. Вот именно вот эта дипломатия. Поехали. Сырский собирает со всей страны резервы для контрнаступления на Покровск и снимает целые бригады Сумского, Харьковского, Херсонского и Запорожского фронта. Главком формирует 2 ударных кулака ВСУ. Первый в Доброполе, а второй в Гришино для захода в Покровск. Вот очень интересно. Мы слышали, да, ну, очень, знаете, как в боксе есть такое, когда они раздергивают своего противника, да, чтобы тот сделал шаг и на контрударе его сделать. Вот здесь то же самое. То есть они сейчас завели туда много, взяли там в кольцо, и сейчас провоцируют противника сделать вот этот вот удар, да, там. И как раз контрударом их, и это, как же это называть? Ну, нехорошие слова вертятся. Нейтрализовать, назовем так это. Ну и вот сейчас хочу вам показать адвоката, который сломал шлагбаум, когда вылетал из Украины, ну, которого преследовали. Там маленький кусочек покажу, потому что там он долго очень говорит, он 8 минут говорит. Просто лицо, чтобы вы его увидели. И если кто там хочет посмотреть, он есть, опять же, у меня в телеграм-канале. Доброго дня. Я Едуард Куканич, адвокат із Закарпатської області. Можливо, це моє останнє відео, тому я вирішив записати його, щоб усім розповісти свою історію. У Закарпатській області, в Березькому районі, багато хто мене знає, як адвоката, думаю, не з найгіршої сторони.
Але сталося так, що у 2022 році у мене виник конфлікт із закарпатськими правоохоронцями, які причетні до незаконного переправлення через державний кордон колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького. І після цього мене почали незаконно переслідувати. В подальшому, у листопаді 2022 року, відносно мене працівники поліції чинили провокацію підкупу. На щастя, у них нічого не вийшло. Після цього я звернувся до Офісу Генерального прокурора, який зобов'язав Закарпатську обласну прокуратуру відкрити відповідне кримінальне провадження. Хватит, дальше он там его понесло, Остапа понесло дальше. Ну, рассказывает, что из-за Тупицкого его там и крутят. Еще дальше он рассказывает, что очень много всяких там деятелей зарабатывают деньги на то, что вывозят мужиков там большие и покупают себе здесь недвижки, особняки, куча всего. И никто ими не занимается. А вот адвокатам, которые спасают, ну, людей от там мобилизации, да, они хотят его зажать, поймать, задушить и вышвырнуть. Именно где-то там на фронт, на ноль его вышвырнуть. Ну, это кратко об этом, я имею в виду. Поехали дальше, дорогие мои. Там, опять же, статья про Посейдон. И я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Уже вот 35 минут. Ну, это статья про Посейдон, которую выпустил Вашингтон-Пост под названием «Что мы знаем о Посейдоне? Новой российской суперторпеде». Пишет Вашингтон-Пост, с горечью сообщает читателям, что у русских появилось новое супероружие. И буревестники Посейдон входят в линейку российского сверхоружия, супер даже оружия, рассматриваемое как явный сдерживающий фактор для Запада. Во время презентации Путина в одном из видеороликов с макетами была показана траектория полета ракеты, которая, как известно, указывала на Флориду. Да, у них там был скандал по этому поводу. Посейдон представляется Россией как революционное оружие, способное уничтожить целые страны и опустошить побережье. Он предназначен для скрытного передвижения под водой с целью уничтожить критически важную береговую инфраструктуру, такую как военно-морские базы и порты. Многие эксперты утверждают, что Посейдон способен вызвать цунами, однако на самом деле его военное применение довольно ограничено. Ну вот начинается. На самом деле, когда он там подплывает какой-то там эскадрильи большой, где там вот этот вот фор, да, я имею в виду большой корабль, там вместе там окруженный с минцами и всеми остальными защитными, он может незаметно к ним подплыть, и все. И все ко дну сразу же. Так что вот они начинают, да, там сомнения включать по его. Фактически это оружие второго удара, то есть то оружие, которое может представлять угрозу после начала ядерной войны. О том, что Россия провела испытание ядерной суперторпеды Посейдон, Путин сообщил на этой неделе. Это уже второе за последние 7 дней сообщение об испытаниях российских систем вооружения, способных нести ядерный заряд. По-видимому, это разозлило президента Трампа. Он немедленно поручил Пентагону начать испытание ядерного оружия. Да, и Нигерии угрожать. И побежать туда, к Мадуре. Вот что он сделал. Да нема у них ничего, нема. Поэтому они бесятся. Потому что все технологическое ушло в Китай. Производство ушло в Китай. Военные технологии и разработки в России. Видите какие. Все, значит будем бить тех, кто беззащитен. Мадура будем бить. И все. И кого-нибудь еще там со злости. Нигерию будем долбить. Так что так, дорогие мои. Окей, дорогие мои. Завтра уже рабочий день, я думаю, точнее сегодня уже рабочий день. Вот, я думаю, новостей будет побольше. Так что я их, как обычно, подготовлю, самое-самое интересное. И об этом расскажу вам, дорогие мои. Подписываемся, кто не подписан, и я вас всех обнял.